Советскими учеными и конструкторами проводится большая работа по разрешению проблемы использования ядерных взрывчатых веществ в различных отраслях народного хозяйства. Накопленный опыт при подземных ядерных взрывах, а также успехи в разработке все более чистых ядерных зарядов, выделяющих при взрыве минимальное количество радиоактивных продуктов, позволили вплотную приступить к практическому осуществлению важной и благородной задачи — использованию колоссальной мощи ядерных взрывов для дела мира и созидания на благо советского народа. Известно, что обычные химические взрывчатые вещества широко применяются в самых различных областях мирного строительства. Но с увеличением мощности взрыва резко возрастает объем его заряда. Это в значительной степени усложняет организацию и проведение крупных промышленных взрывов. Представим себе, что для получения желаемых результатов взрыва необходимо 10 тысяч тонн тротила. Объем тротилового заряда в 10 тысяч тонн – это здание высотой в 5 этажей. Между тем, ядерный заряд такой же мощности, и даже значительно больший, легко размещается на одной тележке или вагонетке. Следует отметить, что ядерный заряд, эквивалентный 10 тысячам тонн тротила, считается в ядерной технике зарядом малой мощности. Однако примененная в виде подземного ядерного взрыва эта малая мощность способна произвести большую работу. Используя накопленный опыт, попробуем представить себе, какую же работу совершает ядерный взрыв под землей. Поместим ядерный заряд мощностью 10 килотонн на достаточно большую глубину. Проследим за развитием ядерного взрыва на этой глубине. Ударная волна сразу же начинает крошить и дробить окружающий грунт. Газообразные продукты и испарившаяся порода создают на месте взрыва полость, которая расширяется до определенного предела. Одновременно с расширением полости температура внутри ее резко падает, происходит конденсация, а затем и затвердение породы. В дальнейшем происходит обрушение верхнего свода полости. Величина обрушения зависит от прочности, пластичности и других характеристик окружающей породы. Можно ожидать, что в залежах каменной соли такие обрушения будут незначительны, в то время как в туфе они могут заполнить всю полость. Ядерные взрывы на большой глубине с образованием полости могут быть использованы для увеличения добычи нефти. Для добычи полезных ископаемых путем выщелачивания минералов и руды. Для глубокого захоронения радиоактивных отходов атомной промышленности и других целей. Еще большие возможности открываются при проведении подземных ядерных взрывов с малым заглублением. При соответствующем выборе заглубления взрыв ядерного заряда образует воронку. Посмотрим, как это происходит. Заложим на небольшой глубине ядерный заряд мощностью 100 килотонн и произведем взрыв. После прохождения ударной волны начинается основная работа взрыва – выброс грунта. Взрыв 100-килотонного ядерного заряда способен за несколько секунд выбросить около 10 миллионов кубометров грунта.
Половина этого объема падает обратно в воронку, другая половина образует бруствер. Взрывы, образующие воронки, требуют особо чистых ядерных зарядов. При известных условиях воронка может образоваться и без выброса грунта. Это произойдет, если верхние слои почвы провалятся в полость. В подобном случае может наблюдаться и почти полное захоронение радиоактивных продуктов взрыва. Взрывы, образующие воронки, можно использовать для создания искусственных водоемов в руслах рек и в пустынях, наполняемые за счет подземных вод. Серии взрывов на выброс способны значительно ускорить и удешевить сооружение искусственных каналов. Взрывы на выброс можно применить и для вскрытия месторождений полезных ископаемых. Особое место занимают ядерные взрывы в горных массивах. Закладка зарядов производится здесь при помощи горизонтальных штолен. В горных условиях возможно применение мощных ядерных зарядов с тротиловым эквивалентом порядка 1 или даже нескольких миллионов тонн. Ядерные взрывы большой мощности могут быть применены при прокладке трасс шоссейных дорог и железнодорожных путей. Научная обработка результатов подземных взрывов, совершенствование чистоты зарядов позволили приступить к проектированию экспериментальных ядерных взрывов применительно к конкретным нуждам народного хозяйства. Проектные работы были поручены одному из государственных научно-исследовательских проектных институтов. В каких же отраслях народного хозяйства решено впервые применить ядерные взрывчатые вещества? Целинный край. В летние месяцы дождь здесь редкий гость. Хороший урожай в этих местах бывает не каждый год. Вот она, влага. На полях и в прилегающих горах за зиму скапливается много снега. Но паводковые воды вскоре уходят в дальние водоемы, а солнце быстро высушивает землю. Программой, принятой 22-м съездом КПСС, предусмотрено развитие орошения в засушливых районах до 28 миллионов гектаров земли в 1980 году. Широко развернулось строительство крупных ирригационных сооружений. В выполнении этой грандиозной задачи применение подземных ядерных взрывов может быть весьма эффективным. Воронка ядерного взрыва на выброс – отличное средство для задержания паводковых вод. А после паводка она превратится в крупный глубинный водоем с относительно малой поверхностью испарения. Создание сети искусственных водоемов-воронок упростит и ускорит решение задачи орошения территорий безводных районов. Проект первого экспериментального подземного ядерного взрыва для образования воронки водоема был разработан институтом в 1964 году. Местом проведения опыта
выбран участок на реке Чаган в Казахстане. В институте разрабатывается и проект использования глубинных подземных ядерных взрывов. Грачевское месторождение нефти в Башкирии. За последние годы добыча нефти здесь начала падать. Между тем, нефтеносный риф, расположенный на глубине до 1500 метров, содержит еще около 10,5 миллионов тонн нефти. Извлечено лишь 28% общего запаса месторождения. Вот характерная диаграмма. Число скважин из года в год увеличивалось. Между тем, кривая добычи после небольшого подъема резко пошла вниз. Определено, что это результат снижения пластового давления и малой проницаемости слоев, окружающих нефтяные скважины. В чем же заключается проект использования ядерных взрывов для подъема добычи нефти на Грачевском месторождении? Подземные ядерные взрывы на большой глубине должны образовать огромное число трещин в породе. Ее расколы откроют множество новых путей для поступления нефти к откачным скважинам. Нефтеотдача значительно повысится. На Грачевском месторождении уже осуществлены 3 подземных ядерных взрыва. Это привело к увеличению дебета скважин на 35-40%. Познакомимся еще с одним проектом, который разрабатывается в стенах института. На севере Читинской области на сотни километров тянется величественный горный хребет Удакан. Его вершины достигают местами высоты 2500 метров. В этих глухих, почти ненаселенных местах советские геологи обнаружили и детально разведали огромное месторождение медной руды. Запасы меди в этом месторождении превышают запасы крупнейших месторождений мира и составляют более 20 миллионов тонн. Но природа запрятала свои богатства в самую глубь Удаканских гор. Основные запасы руды закрыты колоссальными массами подлежащего выемке грунта. Для начала промышленной разработки месторождения по существующему проекту требуется не менее 10-12 лет на подготовительные работы. Советские ученые предложили применить для вскрышных работ на Удакане способом уже в ближайшие годы. Проектным институтом закончена разработка проекта первого экспериментального подземного ядерного взрыва на Удакане. Началась подготовка к его осуществлению. Проведение этого эксперимента позволит получить ценные данные для уточнения проекта вскрытия месторождения в целом. Древняя русская река Печора. Сотни лет течет она на север, к Баренцеву морю. Но советские люди задумали повернуть вспять ее воды и направить их на юг, через Вычегду и Каму, в Волгу, для питания каскада ее плотин, для пополнения Каспийского моря. Всесоюзный научно-исследовательский институт «Гидропроект» предложил создать на Печоре, Вычегде и Каме особую систему плотин. Между этими реками образуются обширные водные резервуары. Затем строятся 2 соединительных канала – Печора-Вычегда, Вычегда-Кама, и воды Печоры потекут на юг.
На осуществление этого проекта понадобится не менее 9 лет. Он связан с огромным объемом земляных работ и затратой большого времени на заполнение водоемов. В институте, занимающемся проблемами использования ядерных взрывов, совместно с гидропроектом найдено более эффективное решение задачи соединения рек Печоры и Камы. На водоразделе этих рек предполагается осуществить около 270 ядерных взрывов на выброс, который образует канал длиной 115 километров. Он соединит Печору непосредственно с Камой, минуя Вычегду. 3 серии взрывов мощностью от 70 до 200 килотонн выбросят сразу около 2,5 миллиардов кубометров грунта. Строительство жизненно важной водной артерии будет осуществлено быстрее и с меньшей затратой материальных средств. Разработка проектов проведения ядерных взрывов для мирных целей требует большой и сложной подготовки, безукоризненно точных расчетов, лабораторных и модельных экспериментов. Для математических расчетов используется вычислительный центр с современными электронно-счетными установками. В лабораториях ряда институтов проводятся эксперименты и опыты с целью изучения действия взрывов в различной среде и на различной глубине. Так выглядят последствия миниатюрного взрыва, произведенного внутри пластинки из поляризованной пластмассы. Его результаты изучаются на спектрографе. А вот опыт, который имитирует подземный взрыв на большой глубине. Здесь есть и заряд, и скважина в песчаной среде, куда заряд опускают на расчетную глубину. Забивка скважины. Все готово. Что же произошло там, внутри? Разрез песчаного куба позволяет увидеть образовавшуюся от взрыва полость, определить ее размеры и изучить характер разрушений. А сейчас мы увидим еще один взрыв. Это имитация подземного взрыва на выброс с образованием воронки. Заряд закладывает на значительно меньшую глубину. А вот и воронка. Для изучения действий подземных взрывов в натурных условиях использовались и обычные взрывчатые вещества. Разработанные проекты, лабораторные и натурные исследования позволили приступить к практическому осуществлению первых экспериментальных подземных ядерных взрывов для мирных целей. Наблюдения показали, что количество паводковых вод реки Чаган обычно составляет 5 миллионов кубических метров. Эти данные легли в основу выбора объема воронки. Были приняты глубина воронки
90 метров. Диаметр свыше 400 метров. Воронка таких размеров позволит собрать в один резервуар основную массу паводковых вод реки Чеган. Чтобы определить глубину заложения ядерного заряда, необходимо было изучить геологическую структуру почвы. Место заложения заряда выбрано на глубине 175 метров в песчанике. После взрыва в этой среде не должны оставаться растворимые в воде активные образования. Для производства взрыва было решено использовать один из чистых ядерных зарядов новой конструкции с тротиловым эквивалентом 140 килотонн. Река Чеган частично протекает по территории одного из исследовательских полигонов Министерства обороны. Это в значительной мере облегчило научное и техническое обеспечение эксперимента. Проведение взрыва было намечено на январь 1965 года. Бурение и подготовка скважины закончились точно в намеченные сроки. Вскоре на площадку взрыва в специальных машинах доставили ядерный заряд. В транспортировочном контейнере находится нижняя часть заряда. Контейнер опускают в юрту из синтетического материала, приспособленную для проведения работ по подготовке заряда к взрыву в полевых условиях. А это верхняя часть прочного герметичного корпуса заряда. Ее также перегружают в юрту для состыковки с нижней частью заряда. Важным условием проведения эксперимента являлась метеорологическая обстановка в день взрыва. Непрерывно собирались данные для прогноза направления и силы ветра как в районе взрыва, так и на всей территории СССР. Этого требовали условия безопасности. Синоптики определили, что в период с 14 по 16 января ожидается именно та метеорологическая обстановка, которая необходима для проведения эксперимента. Было принято решение приступить к опусканию ядерного заряда в скважину. Подобная операция проводилась у нас в СССР впервые. Ядерный заряд нужно опустить сюда, в эту скважину, на глубину 175 метров. И хотя все точно рассчитано и проверено, но каждый из присутствующих, вероятно, чувствует некоторое волнение. Начало операции. Установка заряда в устье скважины. Самоопускание должно производиться при помощи буровых штанг.
Для наращивания штанг использовались обычные буровые перехватные устройства. Ядерный заряд пошел вниз. Вместе с зарядом уходит в скважину и кабель подрыва. Пройдены первые десятки метров пути заряда под землей. В скважине оставлен буровой раствор. Он будет выполнять роль забивки. Пока производится опускание заряда, познакомимся с тем, как обеспечено проведение эксперимента. Командный пункт автоматики. Он размещен в 10 километрах от боевой скважины. Сейчас здесь никого нет, но в день проведения взрыва отсюда по радио пойдут сигналы автоматики для подрыва заряда и включения регистрирующих приборов, установленных в различных точках поля. Система подрыва заряда связана кабелем с приемным пунктом автоматики. Сюда поступят выданные по строгой программе сигналы автоматического управления. Не только вблизи взрыва, но и по всей территории Советского Союза подготовлены пункты сейсмических наблюдений. Зал одного из таких пунктов. Установленные в нем приборы запишут и расшифруют сейсмическое действие взрыва, подобное маленькому землетрясению. А в эпицентре взрыва стоят световые реперы. Они загорятся ярким пламенем перед тем, как начнется движение грунта, вызванное взрывом. Процесс опускания заряда в скважину закончен. Скважина опломбирована. К проведению экспериментального подземного ядерного взрыва на выброс все готово. В этот день в нашей стране было положено начало использованию ядерных взрывов для мирных целей. На командном пункте автоматики заканчиваются последние приготовления к проведению эксперимента. Объективы кинокамер и десятки объективов других самых различных оптических приборов должны зафиксировать явление взрыва, подготовленного в результате многолетних поисков ученых, конструкторов и инженеров. Взрыв должен поднять в воздух огромное количество грунта и пыли. Еще раз проверяется направление ветра. Мы на самолете, совершающем последний облет района взрыва. Опустела площадка боевой скважины. Жители поселков, расположенных в радиусе 20 километров от взрыва, в целях безопасности временно эвакуированы. К 11 часам 45 минутам на командном пункте были получены доклады о готовности служб, испытательных отделов и групп, обеспечивающих подготовку и проведение эксперимента. Комиссия по проведению опыта дала разрешение на включение программного автомата.
Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Взрыв выбросил из недр земли более 10 миллионов кубометров грунта. Отдельные куски породы падали на землю в 800-900 метрах от эпицентра взрыва. Высота верхней кромки облака пыли достигла почти 4000 метров. Завершен первый этап сложного, необычного эксперимента. Поднялись в воздух самолеты дозиметрической разведки. Их задание – неотступно следовать за облаком пыли, поднятым взрывом. Воздушные дозиметристы будут в течение нескольких дней замерять радиоактивность облака и фиксировать траекторию его движения. Какой же получилась воронка? Спустя час кинооператор вылетел к месту взрыва. Сверху хорошо виден разброс грунта. Диаметр воронки достиг 430 метров. Ее глубина около 100 метров. Общий объем воронки более 6 миллионов кубометров. Высота гребня вокруг воронки колеблется от 20 до 45 метров. Сотни тысяч кубометров земли преградили путь скованным льдом водам Чагана. Величина радиоактивности вблизи воронки оказалась не выше норм, предусмотренных проектом эксперимента. Благодаря быстро протекавшему процессу распада радиоактивных частиц, уже через 15-20 дней после взрыва стало возможным безопасное пребывание людей на гребне воронки. Отсюда ее размеры выглядят еще внушительнее. Вспомним эти удивительные цифры. Глубина около 100 метров, диаметр 430 метров, общий объем 6 миллионов кубометров. Какую действительно огромную работу способен выполнить только один подземный ядерный взрыв средней мощности. Материалы, собранные во время проведения первого подземного ядерного взрыва на выброс, представили большую научную ценность. Изучение полученных данных должно подтвердить правильность творческих расчетов конструкторов, послужить материалом для дальнейших теоретических и практических разработок. Мы уже видели общую картину взрыва на экране. Снятая кинопленка позволяет детально разобраться в том, как протекала наиболее интересная начальная фаза взрыва. За 1 секунду до взрыва сработала система светящихся реперов. Через 0,04 секунды после взрыва под действием ударной волны в районе эпицентра началось движение поверхностных слоев грунта. Затем последовало куполообразное вспучивание Земли. Диаметр купола 600 метров, скорость его подъема 100 метров в секунду. Основная масса породы была выброшена взрывом на высоту 900 метров. Максимальная скорость движения грунта достигала 140 метров в секунду.
Через 2,5 секунды после взрыва произошел прорыв раскаленных паров грунта и газообразных продуктов с образованием очагов свечения. На короткое время область взрыва была окутана светлым конденсационным облаком. Отчетливо видно начало образования базисной волны в основании столба падающего грунта. Внимательно и непрерывно изучались радиоактивные последствия взрыва. С различных участков воронки, ее гребня и со следа, оставленного облаком пыли, брались пробы почвы и снега. Эти пробы тщательно проверялись на радиоактивность. Большое количество проб подвергалось исследованию на счетчике-автомате. Как и предполагалось, радиоактивность в самой воронке и на следе через 50 дней снизилась до безопасной нормы. К этому времени вблизи от воронки возник небольшой поселок строителей. Они готовились к штурму бруствера. В навальном грунте могли сохраниться остатки радиоактивности, поэтому принимаются соответствующие меры предосторожности. Для пуска паводковых вод в воронку необходимо прорыть канал в бруствере. За короткий срок нужно вынуть около 100 тысяч кубометров земли. Работы по прорытию канала велись самыми интенсивными темпами. Их нужно было закончить непременно до начала паводка. Тяжелый вязкий грунт сильно затруднял действия бульдозеров. Для ускорения работ было решено применить обычные взрывчатые вещества. Для самого большого взрыва в устье канала заложили 110 тонн аматола. Взрыв основательно раздробил грунт на дне канала. После взрыва бульдозеры снова пошли на штурм. Вскоре они добрались до края воронки. Какими крошечными выглядят сейчас эти большие машины на фоне огромной воронки взрыва. К 1 апреля 1965 года канал был готов. Его длина более 800 метров. Но воды Чагана еще скованы льдом. Все те, кто вложил свой труд в осуществление проекта создания искусственного водоема на реке Чаган, с нетерпением ждали паводка.
И вот пришла большая вода. Взорвана перемычка на канале. Воды Чагана устремились к воронке. В течение каждого часа в воронку сбрасывалось не менее сотни тысяч кубометров воды. Воронка заполняется водой быстрее, чем предполагалось по самым оптимальным расчетам. На третьи сутки объем воды в воронке составил 3 миллиона кубометров. Прошло еще несколько дней. Вода в воронке, сдерживаемая высоким бруствером, поднялась выше проектной отметки, а объем ее достиг 8 миллионов кубометров. В то же время перед каналом образовалось обширное водохранилище емкостью в 12 миллионов кубов. Так был создан искусственный водоем, строителем которого впервые стала энергия ядерного взрыва. Совершим вместе с этим человеком небольшое путешествие по каналу и водоему. Это гидролог. Его задача – ежедневный отбор проб воды для химических и радиологических исследований. Нас окружают высокие берега. Взору открывается широкий водный простор. А ведь совсем недавно по степи протекала здесь небольшая речка, пересыхающая в летнее время. Как изменилось теперь все вокруг. Пробы воды, взятые в разное время из разных мест воронки, подвергались всестороннему химическому исследованию. Полученные осадки проверяли на радиоактивность. Уже первые пробы дали положительные результаты. Пришло лето. Исследования на водоеме продолжались. Производится очередной отбор проб с большой глубины. Но уже установлено, что вода искусственного водоема пригодна для орошения полей и водопоя скота. На водоем и водохранилище пришла жизнь.
В нашей стране успешно осуществлен сложный эксперимент по проведению подземного ядерного взрыва на выброс. Намеченные проектом и программой условия были подтверждены. Для более детального изучения подземных ядерных взрывов необходимо продолжить исследования в других грунтах. Однако уже сделан первый крупный шаг на пути применения ядерных взрывов в народном хозяйстве. В безводном районе на территории Казахстана создано водохранилище общей емкостью более 20 миллионов кубических метров воды. Впереди осуществление других проектов, о которых мы рассказывали в нашем фильме.